В 1998 году группа Aerosmith выпускает свой концертный альбом под названием A Little South of Sanity – «Немного к югу от здравомыслия». Данный альбом на виниле не выходил ни в 1998 году, ни впоследствии. Альбом был выпущен лейблом Geffen Records на 2 CD и стал последним альбомом группы, выпущенным на этом лейбле. На 2-дисковом альбоме представлены записи, сделанные во время тура Nine Lives, который начался в 1997 году и продолжался на момент выхода этого концертного альбома. Также использованы в записи песни с концертного тура Get a Grip, с которым группа гастролировала с 1993 по 1994 год. Этот выпуск был единственным альбомом Aerosmith, получившим наклейку Parental Advisory – родительский контроль. В первую очередь из-за того, что вокалист Стивен Тайлер выкрикивал ненормативную лексику между песнями и изменял тексты некоторых песен на более резкие, хотя и тексты некоторых других песен также содержали ненормативную лексику в своих оригинальных студийных версиях. Режиссер Патрик Коннелли утверждает, что это он изображен на обложке альбома. Подростком Коннелли работал на заправочной станции, где у барабанщика Aerosmith Джои Крамера загорелся во время заправки его Феррари. Во время инцидента и некоторое время после него Джои Крамер был убежден, что в пожаре виноват Патрик Коннелли. Коннелли убежден, что обложка альбома была призвана насмешливо обвинить его в инциденте с пожаром. Но позже выяснилось, что причиной возгорания стала неисправность топливопровода в бензобаке автомобиля. Кстати, Джои Крамер был первым человеком в Северной Америке, получившим Lamborghini Gallardo Spider. Джои Крамер потом даже стал совладельцем автосалона в Плимуте, штат Массачусетс. Официального перечня, с какого именно концерта записана каждая песня альбома, нет. В буклете компакт-диска упоминается только, что они были записаны во время мировых туров Get a Grip и Nine Lives. Однако на записях нескольких песен Тайлер в обращении к зрителям дает понять, где эти песни были записаны. Вот, к примеру, песня Love in Elevator, песня Same Old Song and Dance и Sweet Emotion были записаны во время концерта в Государственном колледже штат Пенсильвания, вторая песня в West Palm Beach, штат Флорида, а третья в Сиэтле, штат Вашингтон. Не думаю, что есть смысл подробно останавливаться, рассматривать этот альбом по песням. Здесь все треки хорошо известны, я о них уже упоминал, рассказывая о студийных альбомах группы. Кто любит живые концертные версии известных песен, будет рад иметь такой альбом. В целом, весьма продолжительный концертный альбом с выдающимся исполнением группы и великолепным трек-листом, в котором классика сочетается с новинками и просто потрясающими песнями. Свой первый альбом в 21 веке, и он же 13-й студийный альбом, группа Aerosmith выпускает в 2001 году. Я купил для своей коллекции оригинал этого альбома, выпущенный в Голландии. Альбом Just Push Play был спродюсирован Марти Фредериксоном и Марком Хадсоном. Дизайн обложки был разработан японским художником Хаджиме Сараяма. На обложке альбома изображен робот-гуманоид, напоминающий Мэрилин Монро в известной позе с развивающимся подолом платья. В 2011 году барабанщик Джои Крамер в интервью заявил, что он не любит обложку этого альбома, но игру на альбоме считает превосходной. А вот Джо Перри имел противоположное мнение, заявив: «Я не думаю, что за последние годы мы выпустили достойный альбом. Just Push Play – мой наименее любимый вариант». По словам Джо, ни разу все 5 участников группы не находились в студии вместе во время записи этого альбома. Конечно же, это не могло не сказаться на альбоме. Они записали свои партии отдельно с продюсерами. «Такая группа, как Aerosmith, это энергия», – писал Джо Перри. «Было смешно, что все 5 из нас никогда не находились в одной комнате одновременно во время записи альбома. Я должен был на этом настаивать». Для меня это был поучительный опыт. Он показал мне, как не стоит делать пластинку Aerosmith. Лично мое мнение как слушателя,
Aerosmith звучит достаточно хорошо на альбоме Just Push Play, хотя этот альбом явно не звучит как классический Aerosmith. Он отполирован и перепродюсирован с модернизированным звучанием. Альбом начинается с песни Beyond Beautiful с вступлением ближневосточного мотива. Песня имеет яркий припев. Общее звучание этого трека мало чем напоминает традиционное звучание Aerosmith. Это очень современный рокер, энергичный, с хорошей инструментальной частью, отличными соло на гитаре. Далее идет заглавный трек Just Push Play, псевдорэпом в куплетах и хорошим рифом в припеве. Песня выпускалась как сингл, но не смогла попасть в топ-40. Здесь такой микс старых фишек группы с современными традициями. Мало что осталось от фирменного звучания группы, но трек заводной. Третья песня альбома выпускалась как сингл. Это трек Jaded, измученный. На эту песню был снят видеоклип, который получил широкую ротацию на MTV. Отличный легкий поп-рок. Привлекательный вокал Тайлера, жирные гитарные рифы. Трек хорошо спродюсирован. Тайлер был вдохновлен на написание этой песни тем, что пропустил большую часть детства своей дочери Лив Тайлер, когда был в разъездах со своей группой. В тексте песен рассказывается о девушке, которая измучена, и о том, что отношения рассказчика с девушкой иногда сложны. Но утверждается, что это я тебя измотал. Как сингл, трек Jaded занял первое место в чартах Billboard Mainstream Rock, а также 7-е место в Billboard Hot 100 и 6-е место в Канаде. В британском чарте синглов песня достигла 13-го места и стала 8-м синглом группы в топ-20 этого чарта. Песня Jaded стала последним хитом Aerosmith в чартах большинства стран. В 2002 году трек Jaded был номинирован на премию Грэмми за лучшее рок-исполнение дуэта или группы с вокалом. Далее следует баллада Fly Away From Here, написанная Тоддом Чепменом. Мелодичный трек с приятной мелодией и в отличном исполнении Тайлера. На песню был снят фантастический видеоклип. Следующая песня Trip Hoppin' звучит слишком отполированно и слишком современно для Aerosmith. В Trip Hoppin' не так уж много настоящего трип-хопа, но его ритм демонстрирует гранитный фанк, который Хэмилтон и Крамер всегда привносили на вечеринки. Это современный блюз-рок с немалой дозой духовой секции. Можно сказать, что это своего рода осовремененный блюз-рок. Трек Sunshine был еще одним синглом с альбома. Как написали об этом треке в журнале Rolling Stone, Sunshine – это тяжелая помпезность с примесью Льюиса Кэрролла и британской поп-музыки 60-х. Так могли бы звучать Small Faces, если бы они начали играть на братских вечеринках Бостонского университета. Завершает первую половину альбома энергичный трек Under My Skin, в котором есть знакомый гитарный риф в стиле Aerosmith, немного губной гармошки Стивена. Чувствуется, что Aerosmith дают понять слушателю, что они еще не полностью отказались от любимого нами фирменного стиля группы. В исполнении бэк-вокала принимала участие дочь Стивена Тайлера Челси. Вторую сторону альбома открывает баллада Love Lies – «Любимая ложь». Звучание баллады традиционно в фирменном стиле Aerosmith. Хороший трек, но без ярко выраженной и запоминающейся мелодии. Далее следует трек Out of Your Head – «Из твоей головы». Явно экспериментальный трек с минимальной схожестью с тем, что группа выпускала на протяжении всей своей карьеры. Трек больше напоминает рэп, нежели хард-рок. Следующий трек Drop Dead Gorgeous офигительно великолепно. Вот такое впечатление, что название этому треку дали в насмешку над ним. На этом треке Aerosmith не отличить от звучания современных групп того времени. Группа прямо показала, что и они так могут, но не думаю, что хотят. Далее следует трек Light Inside – «Свет внутри», тяжело звучащий ритмичный рокер, с хорошей работой гитар и ритм-секции. Этот трек ближе к классическому рок-звучанию группы. Предпоследняя песня альбома – трек Avant Garden. Особенного ничего нет, но приятно знакомое звучание знаменитой группы. На месте полный фирменный набор приемов игры Aerosmith. Завершает альбом акустический трек Face с эмоциональным вокалом Тайлера. В записи этого трека принимала участие и дочь Тайлера Лив. Запоминающейся мелодии нет, но звучит неплохо. 4 сингла с альбома попали в чарты. Уже через месяц после выпуска альбому был присвоен платиновый статус. Альбом Just Push Play дебютировал на 2-м месте в чарте Billboard 200. В своем обзоре для AllMusic Стивен Томас Рлевин сказал, что это был лучший альбом группы Aerosmith со времени выхода их альбома Pump
в 1989 году. Дэвид Фрике из журнала Rolling Stone написал, что Aerosmith по-прежнему хорошая группа, но они таки не сделали большой альбом со времен их альбома Rocks, хотя альбом Just Push Play был близок к альбому Pump. В 2001 году группа Aerosmith была занесена в зал славы рок-н-ролла. Они продолжали гастролировать и собирать в среднем $1 миллион за одно выступление. Группа также записала песню Angel's Eye для знаменитого фильма «Ангелы Чарли». Свой 14-й студийный альбом группа Aerosmith выпускает в 2004 году. Я купил для своей коллекции этот альбом, оригинал этого альбома на Discogs. Это был все еще запечатанный оригинал. И я купил его где-то через 4 года после его официального выпуска. И он уже тогда стоил недешево. Сейчас на Discogs этот альбом стоит 300-400 евро. И я думаю, что я этот альбом все-таки открою, так как он у меня простоял в запечатанном виде на полке уже 15 лет. И данный видеовыпуск – хорошая причина для того, чтобы его открыть. Тем более сделать это в преддверии наступающего Нового года. И буду считать, что вот такой я сам себе сделал подарок и открыл этот альбом. И наконец-то его послушаю на проигрывателе, а не на ноутбуке. В 2003 году группа начала работу над блюзовым альбомом и вместе с Kiss разъезжала с концертами по Америке. В новый блюзовый альбом были включены 11 кавер-версий на песни 50-х и 60-х годов и одна оригинальная песня под названием The Grind. Альбом демонстрирует влияние блюза на творчество группы и показывает фирменное звучание Aerosmith времен 70-х годов. Продюсерами альбома были Джек Дуглас, Стивен Тайлер, Джо Перри и Марти Фредериксон. Honkin' on Boyba был записан на ранчо Джо Перри, недалеко от Бостона. Группа договорилась, что играть они будут только тогда, когда они в хорошем настроении. «Мы хотели сделать что-то, чего раньше не делали, и это нас волновало», — сказал Перри. «Вот что заставляет нас хотеть записать еще одну пластинку. В противном случае мы сказали бы: хорошо, мы сделали все, что могли, так зачем вообще возвращаться к этому?» Название альбома предложил Тайлер, который слышал эту фразу раньше. Возможно, песню канадской кантри-блюзграсс группы The Good Brothers. Джо Перри заявил во время радиоинтервью: «Мы просто знаем, что эта фраза звучит джазово, противно, поэтому она нам подходит». В соответствии с большим количеством сексуального сленга и скрытых намеков, которые включает Стивен Тайлер в свои стихи, идиома Honkin' on Boyba означает на сленге филляцию. «Мы не делали альбом для блюзовых пуристов. Мы делали его не для того, чтобы учить людей блюзу. Мы делали его не для того, чтобы копировать Мадди Уотерса», сказал в интервью гитарист Джо Перри. «Работая над диском, мы просто брали песни, при звуках которых мурашки по коже, и играли их так, как нам это нравится, так, как мы это чувствуем». Как написал в своем обзоре этого альбома Стивен Томас Эрлевин, природа блюза такова, что каждый музыкант, играющий его, отпечатывает свою индивидуальность на наборе знакомых смен аккордов и песен. Хотя это, возможно, и не похоже на блюз, Aerosmith действительно отпечатывает свою индивидуальность на каждом треке своего давно обещанного блюзового альбома с ужасным названием Honkin' on Boyba. Другие рокеры, записавшие полноформатные блюзовые альбомы, всегда исполняли эту музыку со своего рода научным почтением, стараясь отдать должное влиянию на себя этой музыки. Но не Aerosmith. Они включают усилители и отрываются, играя изящный, неряшливый блюз-рок. Но такова природа группы. Это может означать, что Honkin' on Boyba – это что-то близкое к анафеме на блюзовых пуристов, поскольку это чистый и простой рок-альбом. Но, скорее всего, участников группы это не волнует, поскольку они здесь только для того, чтобы хорошо провести время и сыграть песни, которые они любят. Альбом Honkin' on Boyba открывает трек Road Runner. Эта 12-тактная блюзовая песня впервые прозвучала в исполнении американского рок-н-ролльного исполнителя Бо Дидли и первоначально была выпущена как сингл в 1960 году. С тех пор эту песню записали многие исполнители, включая группу Rolling Stones, Animals, группа The Who. В версии этой песни от Aerosmith достаточно много фирменного звучания группы. Как пишут некоторые музыкальные критики, Aerosmith переборщили в этом альбоме с включением в него всех своих стандартов фирменного исполнения. Но лично мне этот заводной трек нравится.
Он задает тон всему альбому, подчеркивая, что блюз будет именно от Aerosmith, и вы это не спутайте ни с кем другим. Второй трек альбома, песня Shame, 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 это быстрый и, к сожалению, короткий трек в стиле былых времен рассвета славы Aerosmith. Энергичный вокал Тайлера наполняет песню драйвом при поддержке заводных ритмов Джои Крамера. Гитарная игра здесь также основной элемент. В этом треке, как и в еще одном на этом альбоме, сыграл легендарный пианист Джонни Джонсон, придавший группе немного подлинной блюзовой выдержки. Следующая песня на альбоме «Eyesight to the Blind» «Зрение для слепых» была написана и записана в 1951 году Сонни Боем Уильямсоном II. В 2022 году эта песня в исполнении версии ее автора была занесена в зал славы блюза в категории «Классика блюзовых записей. Синглы». Каверы на эту песню также исполняли группа The Who, Эрик Клэптон, Гэри Мур и другие. Вариант исполнения группы Aerosmith звучит не хуже записанных ранее каверов на эту песню. Отличная работа гитар и замечательная работа Тайлера на губной гармошке. Далее идет песня Baby Please Don't Go. Это традиционная блюзовая песня, которую популярной сделал Джо Уильямс еще в 1935 году. Потом последовало множество кавер-версий, что привело к тому, что ее описывают как одну из наиболее исполняемых, аранжированных и переработанных песен в мире. Песня была занесена в залы славы блюза и рок-н-ролла. Хороший кавер на эту песню записала и группа AC/DC. Группа Aerosmith также не ударила в грязь лицом. Отличное энергетически заряжающее исполнение в лучших традициях группы. Гитарная работа восхитительная. Aerosmith даже записали видеоклип на эту песню. Пятая песня на альбоме Never Loved a Girl. Никогда не любил девушку. Это сингл Ареты Франклин, выпущенный в 1967 году. Но в оригинале эта песня имела название I Never Loved a Man, The Way I Love You. Aerosmith изменили название на более подходящее в их мужском исполнении. Оригинал этой песни называют поворотным моментом в рок-н-ролле. Песня заняла 189 место в списке 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone. В 2009 году запись песни 1967 года на Atlantic Records была занесена в зал славы Грэмми. Aerosmith исполнили эту песню со своим ощущением блюз-рока, с кричащим вокалом Тайлера и прекрасным музыкальным исполнением. Завершает первую сторону альбома трек Back Back Train, автором которого является американский певец, автор песен и гитарист Фред Макдауэлл. В Aerosmith эту песню исполнил Джо Перри с помощью женской партии вокала от американской певицы и музыканта Трейси Банем. Атмосферная песня с традиционным звучанием и манерой исполнения. Вторую сторону альбома открывает трек You Gotta Move. Это традиционная афроамериканская духовная песня. С 40-х годов песня записывалась различными музыкантами, позже песня стала популярной в исполнении Фреда Макдауэлла, а потом и группы Rolling Stones, которая исполнила ее в своем туре еще в 1969 году. А в 1971 году роллинги включили ее в свой знаменитый альбом Sticky Fingers, без указания автора песни. И вот до песни добрались Aerosmith. Слушатели уже давно заметили, что каверы у Aerosmith всегда выходили интересными и оригинальными. Песня You Gotta Move не стала исключением. Стивен великолепно играет на губной гармошке, песня более оптимистичная и наполнена великолепной ритм-секцией Джои и Тома. Прекрасная интерпретация песни от Aerosmith. Следующий трек на альбоме – это единственная здесь оригинальная песня Aerosmith, авторства Тайлера, Перри и Марти Фредериксона. Песня The Grind – это блюз-баллада, один из лучших треков, который под стать другим знаменитым блюзовым балладам Aerosmith. Но надо признать, что придать этой песне блюзовое традиционное звучание, чтобы она соответствовала другим песням этого альбома, группе так и не удалось. Хотя, возможно, они к этому не стремились. Трек звучит как большинство песен группы, в лучших традициях Aerosmith. Далее следует кавер на песню Уилли Диксона «I'm Ready». Впервые эта песня была записана Мадди Уотерсом еще в 1954 году и стала стандартом блюза. В исполнении Aerosmith песня сохраняет свою тяжелую атмосферу, полную эмоций. Отличный вариант подачи вокальной партии в исполнении Тайлера. Хороша инструментальная часть с великолепной губной гармошкой, шикарными гитарными рифами и соло, и четкой работой Джои на барабанах.
Следующая песня Temperature – это интерпретация Аэросмита кавер-версии этой песни от Little Walter. Песня в традиционном стиле. Снова за пианино знаменитый Джонни Джонсон. Прекрасная игра Стивена на гармошке, интересные эффекты его вокальной партии. Игра ритм-секции великолепна. Очередной кавер на альбоме – это песня Stop Messing Around, записана впервые в 1968 году группой Fleetwood Mac. Автором песни является гитарист и певец группы Питер Грин при соавторстве менеджера группы Адамса. Вокал на кавере этой песни в варианте Aerosmith исполняет Джо Перри. И надо отметить, что эта песня, хотя и не выходила ранее ни на одном альбоме Aerosmith, группа исполняла ее на своих концертах на протяжении более 10 лет. Вокал Перри по своей манере чем-то напоминает Стиви Рэя Вона. Песня Stop Messing Around – это оптимистичный рокер с великолепной блюзовой игрой на гитаре, со Стивеном Тайлером на бэк-вокале и привлекательной игрой на губной гармошке. Завершает альбом кавер на песню Jesus is on the main line – Иисус находится на главной линии. Это уже третий кавер от Фреда Макдауэлла на этом альбоме. Тайлер на ведущем вокале дает нам хоровую атмосферу и снова при поддержке вокала Трейси Банем. Стальная акустическая гитара Перри доминирует в этой композиции. Впечатляющий и оригинально исполненный блюзовый трек. Альбом был хорошо встречен в Соединенных Штатах и Европе, где возобновился интерес к блюзу. Альбом сопровождался концертным видео You Gotta Move, которое появилось на DVD в декабре 2004 года. Дэвид Фрике из журнала Rolling Stone написал для журнала статью, в которой сравнивал и противопоставлял Honkin' on Boyba группы Aerosmith с альбомом Эрика Клэптона Me and Mr. Johnson, в котором также исследовалось влияние блюза. Журналист сделал вывод, что альбом Клэптона был в основном о боли, а альбом Aerosmith'а о сексе и бегстве от любовников. Он также считал, что Honkin' on Boyba – это альбом с двойной данью. Одна дань уважения оригинальным музыкантам и одна дань уважения блюз-рок группам 60-х годов. И считает, что альбом перебарщивает. И в этом Aerosmith хороши. Это лучший рок-альбом, выпущенный Aerosmith за последние годы, с тех пор, как Джо Перри вернулся в группу. На пользу пошло воссоединение с продюсером Джеком Дугласом, который руководил всеми их величайшими альбомами в 70-х. Звучание группы энергетически обновилось. Honkin' on Boyba стал для Aerosmith настоящим возвращением в форму. Кстати, в 2003 году Тайлер получил почетную степень музыкального колледжа Беркли в Бостоне, а в 2005 году степень почетного доктора Массачусетского университета. В 2005 году Стивен Тайлер сыграл эпизодическую роль в фильме «Будь крутым» с Джоном Траволтой и Умой Турман. В фильме Стивен Тайлер исполняет дуэтом песню «Crying» с будущей певицей Линдой Мун в исполнении Кристины Миллиан. Джо Перри выпустил сольный одноименный альбом, за который получил номинацию на Грэмми. Многие считают, что этот альбом Джо был намного ближе к музыке Aerosmith 70-х, чем большинство недавних альбомов, выпущенных Aerosmith.